Всемирная конференция «Коммуникация астрономии с общественностью» КАП-2018 проходила в период с 23 по 28 марта в Фукуоке, Япония. В ней участвовало 443 делегата из 53 стран, которые сделали в общей сложности 141 презентацию и 111 постеров. Охватить всю конференцию, все доклады, конечно, мы физически не могли, поэтому предлагаем лишь небольшую выборку из того, что мы увидели и прочувствовали за это время. Принимающая сторона, Национальная астрономическая обсерватория Японии, сделала все, чтобы делегатам было уютно. Городской центр науки Фукуоки представляет собой современное здание с планетарием, с лабораториями, с конференц-залом на 500 мест и проводит массу мероприятий образовательного характера с детьми и подростками, которые приезжают сюда и с родителями, и со своими классами, с учителями. Кроме делегатов, на конференцию допускались зарегистрированные, заинтересованные организации и частные лица, и в день открытия в зале яблоку негде было упасть. Доклад дня под названием «Астрономия в обществе. Развитие и практика в Японии» был представлен почетным профессором Национальной астрономической обсерватории Японии, советником Международного астрономического союза Норио Кайфу. История современной астрономии в Японии довольно коротка. Она началась только в конце XIX века, но ее принятие обществом было быстрым, как в плане науки, так и популяризации. Основание в 1926 году первой в Японии открытой для публики частной обсерватории Курашики было хорошо встречено японским обществом. Сейчас здесь действует более 300 общественных обсерваторий, планетариев и проводятся сезонные астрономические фестивали, такие как Танабата. Рик Финбург рассказал об опыте, который получили организаторы наблюдения полного солнечного затмения в США 21 августа 2017 года. Интересно, что многие американцы действительно переезжали поближе к полосе полного затмения и довольствовались этим, не подозревая о том, насколько велика разница частного и полного затмения, чему еще способствовали карты, которые так и не смогли явно выделить эту разницу. Большую проблему для организаторов составила необходимость четкой коммуникации опасности наблюдения затмения без защитных приспособлений, а также насыщение американского рынка якобы сертифицированным ширпотребом, дешевыми очками для наблюдений. Профессор Агата из Национальной обсерватории Японии рассказал о том, как продолжался проект «Галилей» в Японии. Речь шла о крайне дешевом телескопе начального уровня для всех. Проект начался еще в год астрономии в 2009 году, но в Японии он приобрел огромную популярность, ведь стоимость такого телескопа составила что-то около $20. Директор Европейской Южной обсерватории по связям с общественностью Ларс Линдберг Кристенсен рассказал о многолетней работе по популяризации астрономии и деятельности обсерватории, которую выполняет его отдел, об организации всего процесса, о сообществе переводчиков ИСОН и о готовящемся к открытию новому планетарию ИСО Супернова, о коммуникации астрономии через соцсети и так далее. Аана Санду из Европейской Южной обсерватории рассказала об опыте организации пресс-конференций в Европейской Южной, о том, что такое эмбарго на выпуск новостей и о том, с какими проблемами сталкиваются астрономы при взаимодействии с новостными каналами уровня Nature. Наука не только то, что мы учим в школе или в течение всей нашей карьеры. Наука стала интегральной частью нашей жизни. Отделение Европейской Южной обсерватории в Чили целенаправленно готовит своих астрономов к тому, чтобы не робеть на интервью с приезжающими журналистами и сохранять разумный баланс науки и доступности понятий современной астрономии самой широкой общественности. В 2019 году будет отмечаться сразу 3 важные даты: столетие Международного астрономического союза, 50 лет высадки человека на Луну и столетие полного затмения Солнца, которое подтвердило один из фундаментальных выводов общей теории относительности – искривление света около массивных тел. Что планируется в этой связи с самим Союзом, обсуждалось на отдельной сессии. В частности, прямо сейчас разрабатываются программы и принимаются предложения по празднованию этих значительных событий во всем мире. Например, планируется специальный лекторий с общим названием «Школы Эйнштейна», который вполне можно будет провести и в вашей школе, колледже или институте. Первый день конференции закончился прогулкой по чудному парку Охори к театру, где делегаты посмотрели удивительное представление древнего японского искусства Но, а также смогли поучаствовать в наблюдениях Луны и планет на площадке рядом с театром. Из событий второго дня хотелось бы отметить выступление физико-теоретика Хитоши Мураямы «Темная сторона Вселенной для всех», где он остановился на некоторых интересных аспектах коммуникации астрономии на публичных лекциях. Развлекать, не стараться научить, а стараться заинтересовать, оставлять сообщения, с которыми зрители уйдут домой. И вот какое сообщение он оставил нам.
Темная материя – наша мама. Представить только, вариации плотности темной материи создают плотные узлы гравитации, которые со временем становятся центрами концентрации обычной материи во Вселенной. В этот день хэштег #CAP2018 вышел в лидеры в Японии, а затем попал в общий тренд во всем мире. Согласно исследованию Microsoft, современные дети и подростки не способны сконцентрировать внимание на одном предмете больше 8 секунд. Главная причина – это соцсети. Как нам представляется, это очень тревожный факт, который должен заставить Министерство образования бить в набат. Ну а пока популяризаторы астрономии продолжают попытки достучаться до подростков в соцсетях. Согласно докладу Ямани, рост вовлечения в соцсетях приводит к росту подверженности людей верить фейк-новостям и, что не менее грустно, к росту общего незнания предмета. Посмотрите, как расплодились самые разные сообщества, например, плоской Земли, верующие в то, что американские астронавты не высаживались на Луну, ну и так далее. Что делать, как с этим бороться, обсуждали на целой серии докладов и тренингов конференции. Одним из способов называлось установление доверительных отношений в своем интернет-сообществе, паблике или группе. В третий день вопросы коммуникации в соцсетях продолжила Доминика Брассард, профессор и председатель департамента коммуникации и науки из университета Висконсина-Мэдисон. Она остановилась на необходимости постоянной проверки своих источников новостей. Во второй половине дня состоялись долгожданные для нас выступления под куполом планетария. Такуми Ина пригласил всех визуализаторов науки вступить в сообщество и принимать участие в Купол-фесте, который регулярно проходит в Токио, из года в год собирая все большее количество компаний и индивидуалов, дизайнеров, аниматоров, визуализаторов со всего мира. Ларс Кристенсен рассказал об опыте Европейской Южной обсерватории по созданию полнокупольных проекций для планетариев и также привел несколько ссылок, откуда, внимание, всякий желающий может скачать себе ролики и даже целые фильмы совершенно бесплатно для показа на куполе своего планетария. Качество роликов стандартное 8К и 4К, что приводит к объемам в сотни гигабайт. Попросите ваших детей научить вас скачивать такие большие файлы. Марк Субарроу из США представил концепт трехмерной визуализации на куполе планетария любых связанных данных в стиле Big Data, хранимых на облачных серверах и подгружающихся через широкие каналы коммуникации напрямую оттуда. Здесь могут быть визуализации галактик, аксонных, молекулярных, маркетинговых и прочих сетевых структур. Хинако Фукуши с друзьями представили новый вид визуализации на основе программных продуктов 4D2U, бесплатных для некоммерческого использования. Среди примеров особенно впечатляюще выглядели кольца Сатурна, полет среди галактических волокон в большом космосе, первая в мире модель сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Крайне интересной была полнокупольная анимация радионеба в длинных волнах, где можно было увидеть, насколько это небо не похоже на то, к чему мы привыкли. В этом представлении самыми яркими источниками являются далекие квазары, вспышки сверхновых, а также болид, внезапно пролетевший в поле зрения камеры. Анимация сотен миллионов, если не миллиардов отдельных частиц в поле зрения была впечатляюще гладкой. Ну и, наконец, наступило время анимации нашего канала. Альбина не подкачала, была встречена зрителями тепло и даже с некоторым удивлением. Подобного на конференции не наблюдалось, даже несмотря на то, что мы приехали в край аниме. В целом, наше выступление получилось, вопросы были правильные, контакты заинтересованных в нашей работе сторон у нас есть. Продолжаем движение. На этом наша программа на конференции была закончена. Вечерний фуршет под патронатом мэра Фукуоки, который оказался большим любителем астрономии, дал несколько забавных фото и запоминающихся выступлений музыкальных коллективов Фукуоки. Особенно впечатлили барабанщики, молодые, энергичные, обаятельные. Конференция еще продолжалась целых 2 дня, но нам лежал путь домой, в Европу, через Шанхай и бескрайние просторы Сибири. В общем, такие конференции, конечно, адресованы больше не разработчикам контента типа нас, а функционерам от образования, методистам, главам образовательных учреждений, директорам планетариев, ведущим популяризаторам науки и так далее. Но поскольку на конференции таковых ни от России, ни от Украины не наблюдалось, мы постарались в меру своих скромных сил донести общемировые тенденции в коммуникации астрономии, представив очень фрагментарно, поверхностно и субъективно наш непрофессиональный взгляд на эту проблему.
Если вы знаете кого-то из указанных выше людей, покажите им этот ролик.